1 миллион, 3 человека, 10 месяцев. Как? У меня был выбор пойти официантом, где-то и сыт, и денег побольше, или работать где-то, набраться опыта, пусть даже бесплатно. Я параллельно работал и в маркетинге, и вел сайт. Из всех выбрали меня, зовет меня к себе в кабинет Ака Абдулло, говорит: Саиджон, вы едете в Узбекистан. Это получается, до вас Алифа здесь не было? Нет. Недавно, как я понимаю, был у вас суд. Это был хороший фундамент. Например, в тот месяц Алифшоп продал больше смартфонов, чем Узум. Это наши ребята. Я очень часто ночевал в Алифе. Я ходил по магазинам, пытался убедить, что ребята, вот есть онлайн, можно там же продавать товары. Пришел Джахангир Жабиров, да, его мы называем как Ди Каприо с фильма «Волк с Уолл-стрит». В деньгах ли счастье? Это в ДНК Алифа. Друзья, всем привет, меня зовут Умед. Последние несколько лет я веду телеграм-канал, где рассказываю про компании, про стартапы, про IT и люди, их уникальные истории, которые мы читаем, которых очень много людей, 1500 людей читают. И с недавних пор наша команда решила запустить подкасты, и мы сегодня с прекрасным гостем, история которого, опыт который очень интересен для наших таджикистанцев, человек из Таджикистана, из Зафарабада, который переехал в Ташкент, был одним из первых людей, которые, получается, работали и создавали здесь, в Узбекистане, Алиф, и с недавних пор начал свой бизнес, совсем недавно достиг очень интересных результатов, о которых мы будем обсуждать. И, соответственно, так как мы рассказываем о стартапах, наш гость, соответственно, с недавних пор начал путь стартапера, о котором мы будем рассказывать в процессе нашего подкаста. Добро пожаловать, Сайот. На самом деле это очень интересно. Мы с вами давно знакомы, мы давно знаем. С первых дней, когда я переехал в Ташкент, с Сайотом общаемся, рассказываем, делимся опытом. И хотелось бы начать с того, что узнать, чтобы понять вот всего того, что сейчас есть. Для того, чтобы это понять, надо понять, с чего все началось. То есть расскажите, с чего все это шури-мури началось. Окей. Для тех, кто не знает Таджикистан или Зафарабад — это городок в Сагдийской области Республики Таджикистан. Мне 28 лет, женат, имею 2 прекрасных детей. Моя карьера начиналась в основном в Душанбе, но до этого в своем городке первый опыт заработок это был, я продавал шашлыки. Вот. А потом у меня был маленький арендованный офис, где я записывал музыку на флешки, там распечатывал что-то и так далее. На этом и зарабатывал. Потом уже переезд в Душанбе, поступление в Национальный университет на факультет международных отношений. Вот. Я там первый опыт это был работа Душанбе International School. Вот. Там я работал ассистентом зауча школы. Вот. Потом перебрался в компанию международные перевозки Абад. Если кто знает, вот есть фуры, да, где впереди табличка TIR написано. Грузоперевозки, получается, международные. Вот. Да, это позволяет вот этим фурам проезжать таможни без вот этих лишних остановок. Да, вот интересно. Это намного упрощает путь, логистику, это ускоряет в целом. Там же работал. Вот. Потом уже конец 2016 года я узнал про Алиф, потому что, оказывается, есть такая компания. Потом я подал заявку, и благо меня приняли. С ноября 2016 года я уже начал работать в Алифе. Я на самом деле прошелся по всем социальным сетям, по всем постам, по всем лонгридам, которые вы писали, и ваш путь в Алифе начался довольно-таки интересно, потому что если мы сейчас придем к тому, что есть такие результаты, обычно люди не верят в то, что с чего это все начиналось. То есть с какой позиции вы все это начали, ваш путь в Алифе? В Алиф-банке в Таджикистане, Алиф-банк сейчас, раньше был Алиф Сармуя, в начале. Сармуя — это капитал. Тогда мы сидели в магазинах наших партнеров, вот Волна, например, Авранг и так далее, там мы были консультантами. То есть приходит клиент, мы говорим: Акаджон, вы можете это купить в рассрочку, вот такие-то условия,
вот такие документы нужны, и получается мы удаленно отправляли документы в офис, там говорили добро, не добро, потом нужно было подписать договор, забрать свой товар. Все вручную делалось? Ну, половина Плюс-минус. процессов, да, потому что тогда все начиналось, да, вот начинался Алиф в целом. Это была самая первая позиция, консультанты, вот, там довольно, зарплата была $50, вот, тогда джуниором, но почему я говорю про зарплату, потому что тогда многие студенты, они не богатые, да, так скажем, вот, и у меня был выбор пойти официантом, где-то и сыт, и денег побольше, или работать где-то, набраться опыта, пусть даже бесплатно. Да. Вот, и благо вот попал в Алиф, потом уже началась несколько ротаций в Алифе, я перебрался в кредитный комитет, это люди, которые делают скоринг людей, да, вот по заявкам, и говорят там отказ, не отказ, предоплата и так далее. А потом я немножко проработал в отделе, которые дают денежные кредиты бизнесу в основном. После этого я перебрался в маркетинг Алифа. Я буду иногда перебивать. Почему не понравилось работать кассиром между всеми этими? Да, кстати, я поработал кассиром. Я очень не хочу вспоминать этот период жизни, потому что мне было очень сложно. Но тогда, в тот момент, был кассир, он ушел. Эту позицию доверили мне, потому что она очень ответственна. Я этому был очень рад сначала, мотивирован, потому что из всех выбрали меня. Вот. Но там у меня не получилось. В кассе это как? В конце дня идет пересчет денег, да? Вот сколько пришли, сколько ушли, и в конце должен быть баланс. То есть ни минус, ни плюс, должен быть какой-то баланс. И у меня то ли выходило много денег, то есть больше, чем должно было быть, или меньше, чем должно было быть, да. Вот. И таких ситуаций было много, и я сам был сильно демотивирован. Потом я прихожу к Аки Абдулло, я говорю: Ака, вот такая ситуация, вот видите, у меня не получается. Он все достаточно так поддержал, конечно, вот, и сказал: Джон, вот, хорошо, если хотите, можно вот на ротацию, мы будем искать вам замену. Окей. Да, вот. Потом нашли замену, я потом уже перебрался в маркетинг, там же уже начиналось формироваться отдел маркетплейса Алиф Шоп, да. Я параллельно работал и в маркетинге, и вел сайт. Как все это? Да, это тоже довольно-таки интересный опыт, потому что в 2017 году маркетплейс в Таджикистане, это прям никто не верил. Не было никогда там. Да, я ходил по магазинам, пытался убедить, что, ребята, вот есть онлайн, можно там же продавать товары, там обувь, косметика. Бывало, я сам доставлял товар, бывало, я сам фоткал, контент делал для сайта. Бывало еще много моментов, где там мне были не рады, да, в магазине. Кто он такой? Почему он пришел, да. Почему пришел, он говорит про какой-то онлайн, да, говорит: окей, давайте, нам это не надо. Вот в разных формах, да, можно так сказать. Вот. Но сейчас все продавцы, они очень хотят быть в Алифшопе. Да. Сейчас, да. Да, вот. Картина сейчас намного другая, да, благо. Вот. Но все началось вот так. Потом в Алифшопе я был менеджером. Проджект-менеджером. Да, проджект-менеджером. Пришел Джахангир Забиров. Да, его мы называем как Ди Каприо с фильма «Волк с Уолл-стрит», потому что это человек, который очень много крутых продуктов сделал для Алиф. Алиф Джума, который знает вся страна, это вот... Сомон Тиджи, который знает вся страна. Сомон Тиджи, который знает страна. Это Джахангир Забиров, там есть соучредители. Я с ним работал. Потом через какое-то время меня, оказывается, предложили поработать в Узбекистане. Вот. Там искали человека, чтобы развивать электронную коммерцию, вот Marketplace. И кто-то сказал: вот... Есть готовый кадр? Да, есть готовый кадр.
каждую субботу был митинг топ-менеджмента в Алифе. Вот. И перед этим митингом зовет меня к себе в кабинет Ака Абдулло, говорит: Сайджон, вы едете в Узбекистан. Это было прямо. И Сколько людей да, собралось в эту команду то есть Узбекистана? Не хотите ли вы не так? Сайджон, вы едете в Узбекистан. Говорю: окей, классно. Это был очень короткий разговор. Потом об этом объявили команде. В 2020 году уже я был в Узбекистане. В середине 2020 года вы начали... Это, получается, до вас Алифа здесь не было? Не было, да. Вот я, кстати, расскажу, как тут начинался Алиф. До меня Алиф уже был в Узбекистане. Это 19-й год. Были уже партнеры, была команда. В 2020 году потом мы подключились. То есть, да, можно сказать, мы не создавали тут Алиф, потому что были люди до этого. Да, уже был какой-то фундамент. Вы начали какие-то технические части подтачивать? Да, я пришел, и я уже начал развивать и онлайн, и офлайн. Да, потому что у Алиф основной продукт — это рассрочка, NPL. Вот. А в 2020 году, кстати, когда нас перевели, уже через неделю, по-моему, или 2 недели начался коронавирус. Пандемия, все границы закрыты. Да, все закрыто было. Мы не могли из этого переехать в Узбекистан. А потом через много обращений, много писем в МИД Узбекистана в итоге нас решили пропустить. Вот. В тот момент ездили я, там Мунавара Шкурова вместе и Абдурахман Рашидов, который сейчас руководит Алиф Моби, да, в Узбекистане. Вот. Тогда в границе были только мы, пограничники, и мы То есть вас впустили в страну, несмотря на коронавирус? Да, То есть это усилиями коллег? Да. А какая команда была? То есть вот вы пришли, вы говорите, что Алиф там в 2019 году начал свою деятельность в Узбекистане. Когда вы пришли, уже была какая-то сформулированная команда? Да. То есть команда, я имею в виду, была техническая команда, была бизнесовая команда, руководителем был Зухуршо Рахматуллаев, вот, который сейчас находится в Арабских Эмиратах, там развивает компанию. Вот. Получается, и техническая часть, и бизнесовая часть, что-то было, фундамент был, надо было его дальше уже развивать. Поэтому и пришли там мы, Абдурахман приехал, вот, и началась новая эра развития как персона, да, в Узбекистане. Я очень люблю эту страну сейчас, очень комфортно тут себя чувствую. Мы сейчас снимаем в Ташкенте, на самом деле. Это на самом деле очень интересно, потому что Алиф на данный момент на рынке BNPL, я не боюсь этого слова, он является одним из лидирующих продуктов, которые совместно с Узумом практически занимают 70% рынка, плюс-минус. И это на самом деле заслуга, получается, очень многих людей, которые из Таджикистана переехали, потянули местных ребят и сделали такой отличный продукт. Вернемся немного в Таджикистан, то есть, получается, с 2016 года, начала 2016 года по 2020 года вы там работали. Вы в одном из постов говорили насчет того, что как называется, у вас на тот момент, когда вы там кассиром не получилось проработать, вы хотели уйти. То есть прям желание уйти тогда было. Я хотел все бросить, уйти, потому что, во-первых, мне самому было стыдно, то, что мне доверили, потому что там Абдулло, Зухуршо, вот эти люди, да, вот, у них очень другой менеджмент. Это больше про там людей, про технологии. И когда они тебе что-то доверяют, да, вот тогда для нас это было что-то, это вау, это надо делать. Да, потому что вот такие люди нам доверили. Вот. Было стыдно, потому что я не справлялся, и зашел к Абдулло и рассказать все как есть. Потому что и он был в курсе, что происходит там. Вот. Я сказал, вот так и происходит. У меня вот такой выбор. Но благо он поддержал то, что у всех бывает. Возможно, это не мое место. Вот. И предложил ротацию. И как раз на тот момент шел набор в отдел маркетинга. Вот, я туда перешел. Вот. Был какой-то мини-экзамен. Там, продайте что-то, да, красивым текстом, да, вот.
мой текст прошел. На тот момент руководил отделом Далер Каримов. Далер Каримов, да. Мгм. Мы называем его гуру маркетинга в Алиф. Он до сих пор там в Алифбанке Да, работает. да, в он команде, недавно да. в подкастах на таджикском я видел, это кстати, прям да. отлично. На самом деле, очень много работы было проработано в Таджикистане. То есть из студента, которого, грубо говоря, я сам из Бухтара, я сам переехал в Таджикистан, в Душанбе в 2019 году, и я понимаю, насколько трудно дается студенту из региона вжиться в жизнь Душанбе. И как называется? Вот за такой короткий промежуток времени, на самом деле, сейчас люди, там, грубо говоря, до 35-40 не получается у них добиться каких-то хороших результатов. Но у вас они колоссально отличные, и что из всего достигнутого, которое было проработано в Душанбе, вы сможете там выделить? Что прям, как правильно сказать, чем вы гордитесь работой в Душанбе, сделанной работой в Душанбе? Ага. Я горжусь то, что был частью этого Алифа, который сейчас есть. Первое, вот. И работать усердно это в ДНК Алифа у нас, да, вот. Потому что я очень часто ночевал в Алифе, потому что вот Marketplace, да, для меня это было что-то новое. Когда я переходил в Алифшоп, я не знал, что такое Amazon, что такое eBay, да, и поэтому мне было, то есть мне нужно было очень много чего научиться. Я учился всему, прям, как запускается реклама, как работает Google, сервисы Google, как работает маркетплейсы, как должен работать там путь юзера и так далее, и так далее. Потому что я по большей части гуманитарий, да, и для такого человека вот эта юнит-экономика, вот конверсия, вот это все, это вещи, да, которым нужно было научиться. Касательно Алифшопа, например, тогда, когда не было вообще онлайн-покупок, да, в Таджикистане, мы делали разные уникальные акции, которых не было в офлайне, например. То есть, вот, например, первая акция, которую я помню, это были смартфоны 006, это значит 0% комиссии, 0% предоплаты на 6 месяцев. Такого не было даже в офлайн-магазинах, да, особо. Вот. Это была уникальная акция для Алифшопа, после чего вот эта динамика вверх подняла. Вау-эффект. Да. И продавцы были в шоке, да, то, что неужели онлайн приводит вот столько продаж. Вот. Потом, до момента, как я уже уехал в Узбекистан, Алифшоп делал почти 20-25% продаж всего Алифа. Вот у Алифа вот рассрочка, да, допустим, в день это там $100, да, общие продажи в рассрочку в день $100, из них 20-25% делал Алифшоп, что на тот момент, 2020 год, это был таким крутым результатом, да. Вот. Потом уже дальше вот в Узбекистане переходим, да, пока? Не, на самом деле мы сейчас будем потихоньку переходить в Узбекистан, то, что было здесь проделано, потому что я слежу, ну, как я переехал в Узбекистан, как я был в Таджикистане, я следил, на самом деле, за всеми успехами, которые Алиф делает в Узбекистане, в Таджикистане, сейчас там в Дубае и так далее. И мне на самом деле интересно, потому что сейчас Алиф является одним, может быть, все не знают про Алиф Моби, может быть, там 5% практически людей используют из общего рынка электронных кошельков, используют Алиф Моби, но по рассрочкам, по другим продуктам, грубо говоря, Алиф занимает довольно-таки интересные места. И вот с недавних подкаста Кинуридина он говорил, что также оборот Алиф Шопа в месяц более $2 миллионов. То есть это довольно-таки интересно, потому что, как называется, это очень показывает очень огромную работу над этим продуктом, и зачастую последние годы вы работали именно управляя Алифшоп, я как понимаю, то есть продуктом были в Алифшопе. Да. Вот начну с опыта Алифа в Узбекистане, да, вот почему Алиф стал лидером рынка, да, в Узбекистане, вот. Так как в Таджикистане у нас в ДНК уже есть вот эта рассрочка алифовского, да, вот ребята переехали в Узбекистан, на тот момент, чтобы купить что-то в рассрочку, ты должен был ждать несколько дней решения банка.
Это значит, ты идешь в магазин, выбираешь товар, потом идешь в банк, потом обратно в магазин. Не дай бог, этот товар раскупили. Да, да. Вот. Тогда еще были карточки. Карточки рассрочки, тот же процесс. Ты идешь в магазин, выбираешь товар, там сумма формируется, заявка формируется, потом ждешь свою карточку. Идешь забирать карточку, потом приходишь в магазин, потом покупаешь. Что сделал Алиф? Приходишь в магазин, 10 минут товар твой. Ух ты. Такого не было на рынке. А как Алиф смог этого сделать? То есть, если Да. другие не сделали? Потому что в Алифе, опять же, люди думают по-другому, да, и мы всегда отталкивались от того, что удобно юзеру. Вот всегда. Сначала должно быть хорошо юзеру, Да, да. потом партнерам, потом нам самим. Вот. И отталкиваясь от этого, сделать такой удобный формат, схему покупки в рассрочку, что ты вот приходишь в магазин, вот хочу вот эту стиралку. Окей. Вбили твои данные, быстро проскорили и сказали да или нет. То есть это 10-15 минут. На тот момент, 19-й год, это был прям, не знаю, ракета. Да, вау. Да. И после этого все остальные начали копировать Алиф. Вот эту механику. Вот. Потому что и были проекты, где нужно было запускать карточки, да. Вот. Еще был один банк, который тоже запускал карточки, и зная, как это все работает, я считаю, что это был неуспешным опытом. И из-за того, что мы все делали удаленно, мы в 2021 году уже были во всех регионах Узбекистана. То есть, представьте, мы были в регионах, где есть продажи, а мы сами там ни разу не были. Мне было на самом деле интересно, когда я в начале 23-го года переехал сюда. Я знал, что Алиф здесь есть, я знал, что там ребята все из Таджикистана, тут очень много ребят, условно много ребят. На тот момент, начало 23-го, здесь очень было релокантов из России. То есть из-за определенных ситуаций очень много русских здесь приезжало. Из наших был Алиф. То есть максимум, кто приезжал, это, скорее всего, которых я знал, был Алиф. И для меня было удивительно видеть практически, вот особенно, мне кажется, на момент Джума попал, Алиф Джума, практически везде Алиф. И на тот момент еще вы там работали. Да. Мы с вами общались насчет этого. Я практически, для меня было на самом деле удивительно то, что, я в Таджикистане настолько часто его не видел. Потому что, как мне показалось, уровень, хотя я напротив Алифа работал, да, но рекламы, грубо говоря, такой, как здесь было уровень проникновения этой рекламы, я в Таджикистане, мне кажется, что не видел. Здесь для меня было, на самом деле, таким с удивлением. Круто. Да, вот Алиф Джума, у нас мы побили все рекорды, учитывая рекорд на расходы. Это всегда так. Но это дало свои плоды, потому что после этого, как минимум, у нас органика выросла. Это значит, те продажи, которые без рекламы приходят, вот это увеличилось, да, и на узнаваемость бренда, на все это сильно повлияло. Например, в тот месяц Алиф Шоп продал больше смартфонов, чем Узум. В тот месяц, да. Многие, если многим это говорится, да неужели, да? Узум сейчас он таким флагманом страновым стал, что у него самые большие показатели по всем этим, да? Конечно, да. Поэтому, мне кажется, для тех людей, которые, может быть, Алиф не совсем хорошо знают, для меня это, на самом деле, сейчас это удивительно, то, что там Алиф продал больше смартфонов, чем Узум по рассрочке. Да, вот именно Алиф Шоп, да, не включая офлайн, вот, именно Алиф Шоп. Ух ты. Да, вот если там Узум Маркет столько смартфонов продал, да, там Алиф Шоп столько смартфонов продал. Это круто. Вот, да, вот такое. Это наши ребята. Это, на самом деле, довольно-таки интересный путь именно Алифа, да. Как называется? Что привело к тому, что вы решили уйти? Окей. Я тут подчеркну. Вы один раз пытались уйти, когда кассиром работали. Вас переубедили. Вы также говорили... Был еще второй раз. Да. Был еще второй раз, это было в Таджикистане, когда у меня была дилемма уйти, не уйти, да. Это на тот момент я получал, условно, одну зарплату в Алифе, и мне предложили в 4 раза больше в другой компании.
да, и был такой... Таджикской. Да, ну я молодой, Да. я пока не знал там, стоит уходить, не стоит уходить, но начал советоваться с другими, то есть с близкими людьми, то, что вот такая ситуация. И один из них сказал то, что что бы то ни было, да, это просто деньги. Та компания и Олив, они несравнимы. И у тебя тут больше шансов вырасти. Чем там? Да, чем там, да. И это был один из ключевых моментов в моей жизни, потому что через год та компания закрылись. Интересно. Вот, да, а я дальше уже оставался. Та же сфера, финтех. Да. Ух ты. IT-компания была, вот. И получается, две попытки уйти с Алифа. Но, получается, все же вы решились остаться и, ну, получается, продолжили работу. Почему я говорю? Я вижу, на самом деле, до сих пор некие эмоциональные, близкие связи с Алифом, которые вы сейчас имеете, в плане того, что вы очень часто о них пишете, несмотря на то, что вы там уже не работаете. То есть вот этот, как называется, вот эта любовь к этой компании, она до сих пор, она видна, даже там чувствуется, да, когда вы там говорите. На самом деле это редкость, когда люди обычно с компании уходят. Иногда бывают моменты, когда они даже там не хотят вспоминать. Но вы проработали там практически 8 лет. Да, 7. Практически, да. 7. Ага. И бывали моменты, когда я там, например, читал то, что Алиф помогал, как называется, давал беспроцентный займ для вашего университета еще в моменты сложности. Потому что это на самом деле, да, прям, как называется, делает бренда, людей, которые в этом бренде, и вас сделало очень довольно-таки близким, но все же что повлияло на то, что вы решили все же уйти? Окей. Да, вот эта атмосфера, которая есть в Алифе, да, ее сложно копировать. Да. Поэтому... Пытаются сейчас многие? Да, пытаются, поэтому в других местах этого нет. Ну, я по крайней мере, не видел. Та связь руководства со всеми коллегами, она другая. Вот мы прикалываемся, но у нас не любит и нет слова «раис». Да. Такого нет, да. Да, мы, бывает, там сидели, обедали вместе, там, Зохо шоу сидели, обедали, да, в одной комнате, в одной кухне. Они там не ходили на какие-то рестораны, да, отдельно от коллектива, условно. Вот. Мы все кушаем вместе, там, смеемся, прикалываемся, что-то делаем вместе, куда-то ходим вместе. Мы можем поиграть в Counter-Strike вместе, да, вот такая связь, да, и это есть та связь, которая помимо работы, да, это хорошо устроено в Алифе, это очень хорошо работает. И вот тот момент, который Алиф помог мне с учебой, да, потом пандемия, да, когда, если помнишь, у многих были сокращения, кстати, там где-то урезали зарплаты и так далее. Я сам тоже под это попадал. Да. И что произошло в Алифе? На тот момент никому не урезали зарплаты. Первое. Никого не уволили. Даже коллегам всем, да, пересматривали зарплаты. Это увеличение. Да. На тот момент. Ух ты. Да, то есть как работал Алиф, он так и продолжал работать. Несмотря на ковид. Несмотря ни на что. Всем коллегам предоставлялась бесплатная медицинская помощь, если ты в Алифе. Да. На тот момент это очень важно было. Да, всем коллегам домой прям отправляли эти пакеты, где фрукты, лекарства. Вот лекарства, которые в 100 раз подорожали, да, мы их получали бесплатно. Вот. Представь, если такое отношение твоего руководства, да, ко всей компании, всем компаниям, не топ-менеджментам только, да, кому-то другому, а всем, это и есть, по-моему, один из примеров правильного менеджмента компании. Это сближает очень сильно команду. Да, очень сильно сближает. Вот у меня до сих пор есть группы, где я общаюсь там с коллегами из Алифа, да, по рабочим моментам, по нерабочим моментам. Вот недавно мы поужинали вместе, да, в кино сходили и так далее. Эта связь остается, потому что я там еще приобрел очень много ценных друзей, ценных людей, друзей, поэтому там все по-другому.
Из-за этого у нас до сих пор связь, мы общаемся часто. Как называется? На самом деле, я в какой-то момент жизни проработал в Алифе, ну, то есть под каком-то подразделением очень маленьком, но все же, как называется, в какой-то момент это было времена пандемии и так далее. Я помню моменты, когда мы там сидели в офисе, работали, но это там очень недолго длилось, у меня квалификация на тот момент была максимально студенческой, и после того, что все это произошло, я очень долго следил, потому что даже сейчас, если иногда я пишу, что Алиф вот это не делает, Алиф вот то не делает, на самом деле я восхищаюсь им, потому что они что-то делают, что я о них пишу. Другим я напишу, вообще они даже не отреагируют, даже если там их какая-то Я знаю, что они читают, я знаю, что вот как только пост делаю, там начинается 10-15 шейров, особенно когда я пишу там про Алиф Душанбе Сити, начинаются все эти моменты. Но одна сторона реагирует, ну, Душанбе Сити молодцы, тоже начали реагировать с недавних пор, но есть компании, о которых я пишу, я им в личку пишу. Например, есть одна сотовая компания у нас в Таджикистане, довольно-таки интересная, крупная. Я пишу рядовым сотрудникам, так как контактов много, реагируют, дают, как называется, контакты людей из выше, да, там, главы маркетинга, я ему 10 раз хоть напишу, он читает, не реагирует никак. То есть для меня, на самом деле, вот как Алиф сам пишет, Кинуридин сам отвечает, вы там отвечали на тот момент, когда работали, для меня это было таким... Вау, ну на самом деле ребята ценят свой бренд, на самом деле ребята ценят свою работу, даже независимо от того, что я какие-то комментарии, критики направляю, ребята очень быстро реагируют, мне пишут сами руководители, разбираются в проблеме и это решают. Это на самом деле очень так, грубо говоря, с одной стороны, для Таджикистана удивляет, потому что уровень, который там в других компаниях бывает, не на тот момент не всегда так бывало. Сейчас все, как мы говорим, копируют и пытаются копировать эту культуру. Очень много хороших воспоминаний с Алифом. Я даже как клиент и корпоративный, и не корпоративный, физически, я до сих пор пользуюсь, на самом деле, независимо от Узбекистана. Там мою сим-карту сейчас пытается эта сотовая компания заблокировать, но все же я найду способ использовать таджикский Алиф, потому что он для меня, на самом деле, там, я использую его для семьи, да, грубо говоря, отсюда там напрямую кидать не получается, потому что местные карты у всех, и для меня он такой некий... Заменил бы я его чем-то? Ну, вряд ли. Вряд ли. Можно на Маке установить. Да, на Маке он есть. На самом деле на телефоне я использую там таджикскую версию, на Маке я использую узбекскую версию. В Таджикистане я его не заменю ни с чем. В Узбекистане есть вопросы, потому что... Но в Таджикистане я не заменю его ни с чем. Я же как говорю, есть очень много интересных и хороших, теплых воспоминаний, связанных с Алифом. Но все же, что привело к тому, что вы оттуда ушли? Во-первых, я не ушел оттуда по почве какого-то конфликта, да, который часто случается, да, например. Я не ушел, когда, например, у компании... Ну, я ушел, когда у компании и так было все хорошо, да. Вот, это был такой осознанный шаг. Я долго об этом думал. За полгода, как я хотел уйти, я об этом думал. Вот, потом в сентябре я был в отпуске, я написал Акинурдину Лафизову, я вот хочу уйти, да, хочу обсудить. Какая реакция была? Да. Ну, в Телеграме как можно отреагировать, но сказал, хорошо, приезжайте, поговорим. Я потом прихожу, мы там сидим, пьем чай, кофе, и начинаем это обсуждать. Я готовился к такому разговору, где я должен защищаться. То есть Акинурдин будет говорить, плохо, ты не уходи с Алифа, вот это все. Меня удивило то, что весь вот этот разговор, он шел с точки зрения моих интересов. То есть он советовал несколько вариантов, которые были хорошо, во-первых, мне. Да? То есть сначала, чтобы хорошо было мне, а потом бизнесу, да. И я вот это очень сильно ценю, не забуду, потому что другой бы мог сказать, почему ты уходишь, ты нас подставляешь, из-за тебя вот это будет и так далее. Благо этого не произошло. Это был сентябрь, я потом ушел в конце года уже, да. До этого я, получается, передал свои обязанности. И учитывая то, что Алиф Шоп до сих пор процветает,
наверное, это был хороший фундамент. И я могу этим гордиться, потому что когда ты ушел, проект не провалился, это значит хороший проект. Вы сказали, что когда вы уходили с Алифа, вы даже об этом писали, то, что вам предложили определенную компенсацию, то есть определенную материальную компенсацию, когда вы уходили. Во-первых, если мы можем это озвучить, какая там сумма была. Во-вторых, всем ли Алиф так делает? То есть, грубо говоря, сейчас Алиф, там больше 1000 людей работает. То есть вы в своем посте написали, что на базе никаких конфликтов это не было, чтобы, там, грубо говоря, сотрудники неправильно не поняли. Но все же Алиф, так как вы, сейчас мы об этом поговорим, ушли в предпринимательство, Алиф помог определенным материалам. Я объясню, как Алиф помог. Я вот открыл фирму и начал уже продажи в Алифшопе в ноябре уже. То есть, на тот момент обычно у нас не бывают каких-то... Когда ты работаешь в Алифе, да, обычно у тебя нету какого-то второго бизнеса, третьего бизнеса, где ты можешь расфокусироваться, как руководитель, да, условно. А на тот момент мне разрешили уже начать работу, чтобы, когда я уже ухожу с Алифа, чтобы у меня какой-то уже начальный фундамент в бизнесе он был, да, поддержали. Вот, это первое. Второе, про вот эту компенсацию, Алиф оплачивал мою аренду за квартиру. Вот, и там оставалось, по-моему, еще 2 месяца, то есть январь-февраль, я как-то должен это либо вернуть, как-то это вернуть, да. И я пишу, там, ребята, вот это, они говорят, Акинурдин говорит, не беспокойтесь, да. Да, не беспокойтесь, все же решено, этот хаутир нашавет и ордами мол, да, вот это все. Потом еще прилетает отпускные в карточку. Да, еще один приятный бонус. Отпускные, которые, условно, я за эти месяцы должен был получить, да, вот отпускные еще прилетают. И несколько вот приятных бонусов. Хорошо тоже попрощались, это был под Новый год. Я перехожу с обеда, открывается Алиф, там все коллеги, да, меня там благодарят, дают подарок. В целом, мой уход с Алифа, там было очень много приятных воспоминаний, как я уходил с Алифа. Вот. И, наверное, то, как я еще ушел, то есть я не сказал, я вот в понедельник уйду, да, я постарался, насколько раньше, предупредить, все задачи по местам расставить, делегировать свои задачи и потом уйти. Чтобы процессы не страдали. Да, так и случилось, благо, вот. И поэтому, мне кажется, мой уход был таким более безболезненным. Мог предложить, чтобы вы не ушли? То есть, смотрите, вот, грубо говоря, как вы говорите, когда вы обсуждали с Акинурдином, вам предлагали варианты. То есть, как мне кажется, то есть это было прям решение, что я все уже... Мне предлагали варианты, и у меня были другие варианты. Другие вакансии других. Да, где там зарплата 2x, 3x, да, например, это хорошие деньги. Вот. Я хотел именно уйти в предпринимательство. То есть начать свой путь. Да, потому что мне стало интересно, как все это работает, как это быть предпринимателем, да, как это там работать на себя. Например, этот опыт и идея, которую мы хотим сделать на рынке Узбекистана по поводу офлайн-ритейла. Я пока не хочу озвучивать формат, как это будет работать, как мы запустим, наверное, будет подкаст номер 2. Мы об этом еще поговорим. Да. Вот, Насип. Вот, и я нашел партнера, да, который очень такой сильный предприниматель, и как человек он такой, как скажем, очень скромный, вот, но очень умный. Отсюда? Да, он с Узбекистана, он начинал в Малике, потом много... Продажа техники. Да, я не буду говорить его имя, потому что он старается... он очень скромный, да, вот. И он запускал успешные проекты, онлайн-проекты в Узбекистане. Вот. У него такой
огромный багаж опыта предпринимательства. Вот с ним сидишь, да, разговаривает он, и он не типичный предприниматель, который там булочку отсюда взял, туда продал. Он думает, как внедрять искусственный интеллект, как внедрять машинное обучение, как вот это автоматизировать и так далее, и так далее, и так далее. И вот это такой аватар грамотного современного предпринимателя. Сейчас очень многие люди пытаются зайти в Zoom, зайти там в Альберс, я тоже когда-то пытался, это на самом деле такой провальный опыт, и многих интересует. То есть зачастую люди начинают в какой-то плюс выходить, но это на самом деле минимальные суммы. Пару дней назад компания, на которой сейчас управляет, получается, Сайот, достигла оборота $1 миллиона. То есть это за 10 месяцев. В Узбекистане. Не какой-то, я не знаю, стартап, который там скорингом занимается, там миллионы стоит, да, именно обычный, ну, грубо, как обычный, это перепродажа Да, электроника, бытовая техника. Электроника, бытовая техника. Получается, за 10 месяцев $1 миллион это... Уже 1 100 000. Ну, 1 100 000 уже. Это геометрически растет. Как получилось так, что вы там достигли, грубо говоря? Я видел финансовые отчеты, на самом деле. У нас здесь Узбекистан позволяет некоторые моменты видеть. И практически каждый месяц 100, 150, 200, грубо говоря, растет оборот. Да. И перебью. 3 человека сейчас. Да. Работает над этим проектом 3 человека, и 1 миллион, 3 человека, 10 месяцев. Как? Во-первых, позволяет онлайн-инфраструктура, электронная коммерция, как обустроена сейчас в Узбекистане, это позволяет, потому что мы не работаем над привлечением клиентов. Это делает Marketplace. Мы не работаем над тем, чтобы каким методом будет покупать клиент. Это делает Marketplace. Мы не заботимся о том, как доставлять, где хранить. Это делает Marketplace. Единственное, то, что нам надо делать, это аналитика цен, остатков и так далее. Fulfillment занимается? Да, fulfillment, да, современный термин, это условно склад Marketplace, где происходят все эти операции, да, да, сортируют все заказы, доставляют клиентам или принимают возвраты от клиентов. И плюс у нас очень хорошая команда, потому что когда мы собирали эту команду, мы отталкивались на то, что у нас будет вот такие-то цифры, там, через год, через 2 года. То есть команда, которая с легкостью может управлять оборотами в 5-10 миллионов долларов в месяц. Да, потому что костяк команды, я считаю, то, что он должен быть сильным. Да. Вот. Это люди, которые это могут... От Алифа, да? Да, потому что костяк Алифа, он был сильным, да, это такой опыт был для меня, что вот там маркетинг сильный человек, там финансы сильный, IT тоже сильный человек, везде сильные кадры были, да, вот, и опыт показывает то, что это работает. Когда ты хочешь сделать не компанию, где там пару долларов заработал и все, и каждый месяц это нужно повторять. Да. Если ты делаешь какие-то большие проекты, кратно расти, да, надо делать хорошую команду сначала, потому что ты не можешь через полгода, через 3 месяца, пока ты достиг определенных цифр, каждый раз менять команду, потому что это для вот этого не подходит. Будет мешать. Да, потому что ты не можешь так часто менять людей, да, и люди, которые приходят, это не гарантия успеха. То есть проходит испытательный срок, вы будете там адаптация и так далее, это не гарантия. Поэтому стоит сразу же делать сильную команду и масштабировать проект. На самом деле, такие цифры, они не так просто и так легко даются, как Сайот говорит, это довольно-таки люди с экспертизой, с опытом, которые очень много набрались шишек, грубо говоря. И недавно, как я понимаю, был у вас суд с налоговой. Да. Там, вот сложности, когда приходит, это налоговая, это суд, это другие проверки. Как справились? Какая была ситуация? Мы идем регистрировать фирму в конце октября. В ноябре, 1-2 числа... Месяц дают, мне кажется, нет? Да. В ноябре уже мы получаем подтверждение, то, что да, ваша фирма зарегана, дальше вот такой-то процесс, да.
Вот. И нам приходит штраф от налоговой, что вы не оплатили налоги за третий квартал. Вот. Прошлого года. Да, и считай октябрь, да, они говорят, что вы не оплатили налоги. И мы уже пытаемся достучаться, то, что ребята, вот мы когда пришли с заявкой, вот официальное подтверждение, вот ваш документ, где говорит, мы вот зарегались в ноябре месяце. Вот, нет, а потом мы сразу в суд обратились, там по несколько дней побегали, потому что суд такой процесс, оказывается, да, вот. Тебе нужно доказывать, тебе нужно что-то показывать, бумажки и так далее, и так далее. И в итоге суд решает дело в нашу пользу, потому что, ну, мы там были правы. Вот. Но что скажу, вот когда мое дело касалось таких правоохранительных органов, да, и так далее, у меня всегда остались приятные впечатления. Да, честно скажу, это не обман, не лесть. Честно скажу, то, как они общаются, то, как они решают вопросы, у меня всегда приятные впечатления, потому что я несколько раз кошелек терял, обращался к ним, вот, всегда приятное впечатление. Это на самом деле, да, я тоже здесь, у меня есть маленький проект, который тоже юридически здесь привязан, и когда мне мой куратор звонит, это прекрасная женщина, если вы меня слышите, я вам очень благодарен. Она мне, когда по каким-то вопросам звонит, это так легко с ней общаться. Вообще, да, никаких сложностей не возникает. И всегда там коротко, ясно, все понятно, без каких-либо наездов. Да, и через призму просьбы. Да. Сделайте, пожалуйста. Да. Вот и даже заранее, чтобы там сроки не прошли и так далее. И даже если они видят, такие, мы сами сделаем, но если там не хотите каких-то этих трудностей, сделайте вот так. Если не получится, приезжайте, мы вам поможем. Это довольно-таки интересный момент, и дай бог, чтобы мы видели это везде, где мы будем. Это очень интересно. Путь стартапа, сейчас очень многие стартаперы, мне кажется, смотрят, мы сейчас рассказали про опыт работы в компании, мы рассказали, как начать, ну, грубо говоря, как вы делаете свой бизнес, где там миллионы, да, и все же для стартаперов самый момент, как вы пришли к идее стартапов, потому что пару месяцев назад, когда вы искали команду, я помню, когда вы там делали пост, что я ищу команду, чтобы вот этот костяк, как вы говорите, построить, у вас уже была идея. То есть вы водитель, вы водите машину? Нет. Я сапожник без сапог, если про этот стартап. И как получилось так, чтобы там... Обычно, когда просто мы стартаперы, обычно те люди, которые там сталкиваются с проблемой работы, да, или там... Ну, в моем случае, у нас есть, например, грубо говоря, этот, как называется, сайт по поиску работы и найма сотрудников. Как вы говорите, в 2016 году университет как-то поднадоел, вы начали искать работу. На тот момент вазифы не было, сейчас есть, вы можете зайти, найти работу. Но все же, да, когда я сталкивался с этой проблемой, я видел, что другие сталкиваются, и у меня был какой-то опыт, я решил вот это начать. И то же самое сейчас в каких-то проектах, я, исходя из опыта, исходя из того, что я сам сталкивался, пытаюсь начать. Ну, сейчас я, конечно, научился еще как-то исследовать, да, какие-то вопросы, но все же, как вы пришли к этому вопросу, чтобы там начать этот стартап? Я, на самом деле, стараюсь часто читать разные бизнес-кейсы, опыты, и прилетает такой кейс, где есть подписка на автомойки в сети какого-то АЗС, автозаправочных станций. То есть ты, покупая подписку, ты можешь в любое время, сколько раз хочешь, можешь помыть там свою машину. Да, по сути, хороший кейс. Вот. Я почему-то задумался, а почему этого нет в Узбекистане? То есть, например, подписка, услуга, вот OneFit, да, например, вроде есть, а почему нету аналога? И думая над этим, мы поняли то, что есть очень большой рынок автоуслуг в Узбекистане, который не оцифрован или неправильно оцифрован, да, так скажем, и вообще работает не очень удобным форматом. Вот, вручную все. Да, как это происходит, вот ты хочешь помыть свою машину, да, хочешь забронировать. Во-первых, этих моек, часть из них в Яндекс.Картах. Звонишь, всегда недоступно? Да, звонишь, доступно, недоступно.
разговаривает на узбекском или на русском не разговаривает, либо часть из них есть в Инстаграме, часть из них в Телеграме, часть из них через форму на каком-то сайте, и нет какой-то правильной консолидации. Вот ты водитель, ты зашел условно куда-то, где это все собрано, есть информация, есть условно отзывы, что очень такой сильный фактор. Еще важно, чтобы это были верифицированы. Да. Есть отзывы, есть цены. Ты не идешь куда-то, а у вас сколько стоит? У нас, это для меня дорого. Потом еще 5 километров надо куда-то ехать, да, и так далее. Я не только про мойки, это автомастерские, автозапчасти, все услуги, которые должны предоставляться для авто. Вот. И подумал то, что вроде бы нет какого-то маркетплейса, где есть вот эти услуги собраны в одном месте. Вот. И из этого пошла идея сделать вот этот проект, который называется Servicar сейчас. Вот. Мы быстро написали код под Android и разослали APK, то есть приложение, файл условно для установки. Выполнили несколько заказов, поговорили с нашими юзерами и поняли, в какую сторону нам двигаться дальше. И сейчас мы вот почти заканчиваем правильно написанный код, да, который можно будет масштабировать, и заливать на Google Play Market и App Store. Также вот недавно получили резидентство в IT-парке. Резидентство в IT-парке вы уже получили? То есть в процесс, я помню момент, когда недавно мы в Телеграм-канале мы запустили рубрику, где помогаем стартаперам, получается, находить инвестиции, и, как я знаю, в ближайшее время вы тоже хотите там опубликовать свой проект, мы насчет этого общались. То есть какие сложности были в процессе регистрации резиденции? То есть какие-то там, грубо говоря, критерии, по которым вы там учились, или все было налегке? Процесс был такой довольно легкий, мне кажется. Подавал лично не я, а мой партнер, коллега. Вот. Все прошло довольно быстро. Это примерно в течение месяца мы получили уже резидентство. Да? Обычно кому-то отказывают, кто-то пытается 2-3 месяца, кто-то полгода подают заявки, да. И у нас получилось очень довольно легко. И, наверное, наш куратор, девушка, которая нам с этим помогала, мы ей очень благодарны. Вот. И у нас процесс был таким довольно легким, можно Сколько сказать. месяцев примерно? Сколько недель? В течение 1 месяца. Ух ты! То есть в течение, получается, IT-парк? Это начало подачи документов, да, до того, как мы уже получаем статус резидентства. IT-парк помогает IT-компаниям практически минимизировать их налоги, их определенные там и помогает им развиваться сейчас в Узбекистане. Мне кажется, что мы где-то в комментариях поставим ссылку на пост в канале, где об этом мы подробнее говорили раньше. Заключение, да, в заключении всего того, что мы сейчас говорили, мы рассказали про ваш опыт в Алифе, то есть сейчас уже крупные корпорации, если мы можем его правильно так назвать. Мы рассказали про то, грубо говоря, как вы начали предпринимательство, какими сложностями столкнулись, и что про вашу команду, и про ваш сейчас стартап, о котором мы еще будем писать, потому что я тщательно слежу за ростом этого стартапа, и хотелось бы узнать, что бы вы посоветовали работникам, которые работают в компании, потому что у вас опыт и этого, и в 3 направлениях. Это и работникам, которые работают, и всем алифовцам, которые только начинают работать в Алифе или в других чужих банках. Второе, что бы вы посоветовали молодым предпринимателям, которые там с Алифа, не с Алифа хотят уйти в самостоятельное плавание, и стартаперам, если это суммировать. Для всех у меня там одна формула, да, которая достаточно такая банальная: работать там, где тебе интересно. Потому что неважно, где сколько платят, если тебе там не интересно, ты там долго не продержишься. Да. Вот. И ты там не будешь успешным. Потому что если тебе не интересно, ты не захочешь над этим работать, ты не захочешь это улучшать. Поэтому выбирать надо те проекты, чтобы ты горел этим. Да, те, условно, задачи, которым ты будешь гореть прям. Да, вот. Если тебе интересно, это получится. Если нет, то
что бы ты ни сделал. Душу не мучить этим. Да, поэтому исходя из интересов, а не то, что где сколько платят. Ну, потому что есть очень много профессий, которые хорошо зарабатывают. Вот тот же, условно, парикмахер, да, если он хороший, Да, сейчас он хорошо. да, хорошо зарабатывает. Тот же самый доктор, тот же самый, не знаю, кто, другой бизнесмен, да, который продает тот же, который продаешь ты, но он делает по-другому, потому что он любит свое дело. Вот. И исходя от того, что интересно, надо и этим заниматься. На самом деле, да, я с этим полностью согласен, надо делать то, что любишь, поэтому мы пока пробуем любить подкасты, я надеюсь, что это у нас получится, нашей командой, я представлю еще нашу команду. У нас есть 3 вопроса, последних, это как блиц, мы коротко, я задам вопрос, вы коротко отвечайте, без каких-либо раздумий, без всего этого. Первый вопрос – это что, если не предпринимательство? Сейчас вы работаете предпринимателем, что, если не это? И я бы ушел в другую компанию, наверное. Работать продуктом? Да. То есть, получается, вы бы продолжили путь продукта? Да, в финтехе бы работал. На что бы вы потратили свой первый миллион прибыли от себя личного? Дай бог, до этого мы недалеко. Вложился бы. Вложились бы в какие-то IT-проекты или Да, потому недвижимость? что вот доходы, да, это тоже нужно, когда распределять, диверсифицировать, потому что вот в стартапах есть очень много бизнес-ангелов, условно, да, вот пример. Мы об этом говорили еще. Да. Они занимаются чем-то другим, но интересуются IT, потому что есть шанс и тут зарабатывать. Вот эти миллион сделать 2 миллиона, 3 миллиона, там 10 миллионов и так далее. Поэтому держать у себя в кошельке миллион, по-моему, пока... Лучше вложиться и в каких-то активах это держать. Да, мне пока это не интересно. В деньгах ли счастье? Нет, это точно нет. Счастье, наверное, в том, что ты ценишь то, что ты имеешь или нет, потому что несчастливы, наверное, больше те люди, у кого вообще другие ожидания, которые не совпоставимы с реалиями, да. Вот он сидит там где-то, сидит без работы, но мечтает о какой-то хорошей машине, да. И из-за того, что у него другие ожидания, и он этого не получает, из-за этого он несчастлив, условно, да. Поэтому шукр кардан аркор. Да, благодарить надо. Да, в этом счастье, пусть даже будет это банально, но это работает. Да. У каждого на самом деле свои видения насчет этого, но я полностью разделяю все это. Спасибо большое, Саид, что мы записали этот подкаст. Для нас это первый опыт. Мы очень волнуемся, как называется, в таком формате, потому что на нас смотрит очень много людей, очень много камер и очень много света, которым мы сейчас это делаем. И хотелось бы еще раз поблагодарить. Я надеюсь, что это не наш первый, но не последний подкаст. Мы через какое-то время вернемся, будем еще обновлять информацию про успехи вашей компании. Мы еще будем рассказывать про больше интересных людей в Таджикистане, в Узбекистане, во всей Центральной Азии. Поэтому мне кажется, что все же стоит вам подписываться на Саида, на его канал, где будет в комментариях, на наш канал, колокольчик поставить, и дать нам обратную связь, рассказать, как вам понравилось ли это или нет, и, соответственно, от спикера мы еще получим обратную связь, чтобы мы это улучшали, чтобы мы рассказывали о интересных кейсах, уникальных опытах, чтобы, соответственно, вы смогли достичь того же, как наши спикеры, по крайней мере, я тоже, чтобы до этого дошел. Спасибо большое еще раз. Все, на этом мы заканчиваем. Всем пока, до свидания.